Здравствуйте! Меня зовут Киясов Руслан, и сегодня у нас обзор ножа Ультратек Урс. Старожилы канала знают, что обзоры я делать не люблю. И на один обзор обычно выходит минимум 2 материала, знаете, исключительно посвященным тестам и тестовым результатам. И на то есть ряд причин. Во-первых, сам по себе обзор – это штука субъективная. И информация, по сути, субъективная. И вообще зачастую это просто эмоции. Что в результате дает, что достаточно толковый нож просто попадает под раздачу. Тому пример – обзор, по-моему, Voyager 7-летней давности. Во-вторых, ощущение от ножа, оно, естественно, формируется после работы. И чем больше этой работы, тем больше, собственно говоря, этих ощущений. И больше понимания ножа. Тут ярчайший пример – это Spyderco Military. Это стоит осознать, друзья. 19 тестов Military было на канале за последние 7 лет. И, разумеется, эти 19 тестов дают обширное понимание ножа. Ну а когда тест один – это как первое свидание. Прошло хорошо, ты воодушевлен, и пошло-поехало. Ну а нет, исход понятный. Больше оно лучше. В-третьих, ножи редко бывают сильно, скажем так, концептуальными. Сейчас поясню. Вот, например, смотрите, Voyager – это, пожалуй, лучший калстил из ныне существующих. В нем масса грамотных решений. И в целом нож толковый. Естественно, имеет особенности и имеет нюансы. И в рамках цены, и в рамках идеи, и, разумеется, в рамках реализации. И об этом можно говорить. И об этом интересно говорить. Но когда мы уходим в топовый сегмент, когда мы говорим о дорогих изделиях, тогда ножи очень редко имеют зацепки или нюансы, вокруг которых, собственно, можно построить диалог. Так как это топовый сегмент, то детских болячек чаще всего просто нет. И так как это топовый сегмент, чаще всего ножи, скажем так, ровные. И это, в общем-то, добавляет проблем для обзора. И вот что у нас здесь. Ультратек Урс – это нож супер топовой категории. Реализация идет в рамках проекта с предварительной записью по цене в 118 тысяч рублей, что автоматически ставит ее в один ряд ожиданий, например, с Рокстедом. А там есть всякое, как, собственно, и здесь. Обзор, кстати, на Rockstead Chi, если вы вдруг случайно его пропустили, будет по ссылке в описании. Ну и во-вторых, Урс – это все-таки нож, содержащий идеи. Это нож, построенный вокруг идеи. И в-третьих, это 5-й тест Урса на канале. Очень редко на канале бывают обзоры без тестов, и этот не будет исключением. 5 тестов – это, конечно же, не 19, как на Military, но 5 тестов – это все-таки уже вполне конкретная пища для ума. Ультратек Урс – это полноразмерный складной нож с клинком длиной в 100 мм, титановой рукоятью и штопором. Производитель позиционирует этот нож как нож пикниковый, поэтому у него есть штопор. Наличие штопора, вы знаете, на ноже такого класса – это вроде бы довольно необычно. К этому мы еще вернемся. Вообще понимание ножа и вообще ножей сейчас может выдавать довольно странные кульбиты. Смотрите, на прошедшей выставке в Париже в сентябре Урс получил гран-при как лучший, внимание, тактический нож. Я вас прекрасно понимаю, но у меня точно такой же немой вопрос. Смотрите, если, я подчеркиваю, если с натяжкой Сварн, получивший такой же приз на Blade Show 2018, можно как-то отнести к тактическим, то Урс, который производителем позиционируется как пикниковый, он-то каким образом тактический? Друзья, я разобрался. Смотрите, оказывается, в категорию тактических номинаций нож попадает, если не содержит никаких специфических материалов, типа перламутра или чего-то подобного. То есть, по факту, сейчас любой просто нормальный нож – это нож тактический, по крайней мере, в рамках номинаций на некоторых выставках. Вернемся к Урсу. Форма клинка у ножа достаточно специфичная. Тут и модифицированный шипвуд, и по сути даже проглядывается перс. Но в целом и форма клинка, и форма ножа вообще, она изначально как бы построена для работы на доске. Что логично, пикниковый нож. И это, разумеется, весьма пригождается в тесте. Тест – это испытание ножа на силовой рез. А если еще точнее, силовой рез на плоскости. Тест одномоментно, естественно, проявляет и эргономические нюансы ножа, и его геометрию, и, разумеется, качество металла.
Данный тест Урса проходил на стали Crucible CPM S90V на твердости в 64 единицы. И забегая вперед, мне тест очень понравился, потому как расставил все на свои места. Об этом мы чуть-чуть позже подробно поговорим. Сейчас, вы знаете, я бы хотел сделать упор именно на эргономику, без относительно стали. Тут неоценимую помощь оказывает тот факт, что Урс прошел уже 5 тестов на 5 разных сталях. Тесты, они достаточно просты и предельно понятны. И в целом вся информация о них, от методики до сводной таблицы результатов, находится, друзья, в описании. Так вот, несмотря на то, что тесты предельно понятны и простые, есть нюансы, которые находятся не на поверхности. Один из таких нюансов – это время, которое тратится на тест. Вы знаете, в среднем нож отрезает примерно 400 резов за день. Но то в среднем. На практике обычно это обстоит так. В первые дни, когда работа наиболее, скажем так, необременительна, нож может отрезать и 500 резов, и 600 резов, порой больше. Все зависит от того, с какой скоростью идет работа. А скорость напрямую зависит от уровня первичной остроты. Но в последней трети результата, когда нож уже прилично затуплен, но все еще работает, когда остается примерно 25, может быть 35% от общего числа, вот в этот момент темп очень сильно падает. Вплоть до 200 резов в день. И таких дней становится очень много. И вот как раз такие дни наиболее оформленно и выпукло проявляют все нюансы эргономики ножа. Здесь важно понимать еще и то, что у нас с вами нет каких-либо правил или эталонов, нет никаких таблиц или чисел, позволяющих нам, скажем так, объективно оценить эргономику. Смотрите, у стали есть твердость закалки. Это не бог весть какой ориентир, ну хотя бы что-то. У клинка есть сведение и рабочая длина, что уже значительно ближе к реальности, а вот у эргономики ничего нет. Оценивать эргономику худо-бедно объективно мы можем только через результат. В целом это, конечно, логично. Даже если бы мы могли как-то, вы знаете, оценивать эргономику независимо от ножа, результат бы все равно был как бы последним словом. Так вот, исходя из всех прошлых тестов, Урс – это лучшая эргономика на данный момент. Да, я понимаю, есть еще 121 Rex, который имеет лучшие показатели, но Урс и Сварн пересекались на стали М390, и в этом забеге, скажем так, Урс показал более высокий результат, что позволяет предполагать более лучший результат на 121 Рексе, если этот тест состоится. Вы, естественно, можете задать вопрос: Руслан, нож в своей концепции понятен, имеет склонность к силовому плоскостному резу, аккуратный изгиб клинка, полноформатная рукоять. Все это в совокупности дает, собственно, понять качество эргономики. Зачем так подробно на этом останавливаться? Потому что есть нюанс. Этот нюанс можно предположить в самой рукояти. Знаете, рукоять ножа сделана максимально комфортной во всех смыслах. Тут нет насечек, тут плавные формы. Эти плавные формы не принуждают к какому-то конкретному хвату. И когда идет тест N690 или Elmax, то никаких особенных моментов ты не замечаешь. Они начинают появляться на 125-ке и закрепляются на S90V. На N690, Elmax и даже M390 проскальзывание во время теста не давало о себе знать. Я напомню, под проскальзыванием, друзья, я понимаю натурально проскальзывание кисти по рукоятке ножа во время реза. Давление на канат, соответственно, создает противоположное направление усилия, которое, собственно, смещает руку. Так вот, на 125-ке ты обращаешь на проскальзывание внимание и получаешь уверенность в этом на S90V. И разница здесь не только в количестве резов, разница еще и в поведении стали. Причины проскальзывания, на мой взгляд, не только в самой форме рукояти или текстуре, причина еще и в том, что баланс у ножа несколько смещен. Здесь, конечно же, важно понимать до конца, что у ножа нет яркой подпальцевой выемки, и поэтому трудно понять, насколько он смещен. Однако баланс – это тот элемент, который проявляет себя именно на длительных и мощных тестах. Разумеется, проскальзывание не является сколь-либо серьезной проблемой, но в ином случае результат просто был бы другим. Тут, понимаете, разбор именно тонких нюансов, проявляющихся в череде тестов, и зачастую просто незаметных в рамках одного ножа и одного испытания. Конечно, проскальзывание – это проблема, по сути, любого ножа, и, естественно, в разных объемах. Урс в 5 тестах на 5 разных сталях показал очень хороший результат. Эргономика у ножа великолепная, на данный момент лучшая, но приятно осознавать, что это не предел. И мы можем, и дай бог получим, лучшую производительность в будущем. Вы знаете, этот оптимистичный посыл, он вот с какой стороны. После теста Урса со 125-кой многие увлеченные ножеманы лишились, скажем так, в рамках тестов будущего. Потому как на тот момент показалось, что этот результат, он по сути последний. Он был чемпионским на тот момент и остается чемпионским в сегменте нержавеющих сталей. Показалось, что все, у нас крышка. И все, что будет дальше, оно будет либо ниже, либо сравнимо. Сейчас же я уверен, что этот результат не последний.
Урс во многом нож уникальный, даже в рамках ножей Ультротек. Но характерные черты, разумеется, проявляются и здесь. Это и бронзовые гайки на дистанционных втулках, и безлюфтовая конструкция с минимальными зазорами, шайбы с фиксацией и маслонакопителями, тонкий ручной финиш клинка со сведением в 0,25 мм и криволинейные поверхности рукояти, и клипса, разумеется. Клипса глубокой посадки с косым срезом – это сложная и дорогая деталь. Все это традиционно присутствует на ножах Ультротек и есть на Урсе. А вот штопор уникален. Штопор на Урсе – это очень интересная и крайне спорная деталь. Здесь я хочу отметить отдельно. Смотрите, когда обычно говорят «спорная», то подразумевает несколько иное. Как бы это довольно вежливое определение, скажем так, неприятно компромиссного решения, но здесь совершенно не тот случай. Здесь именно спорное, и вот почему. Когда ножеман представляет себе штопор на ноже, он видит вот это. Разумеется, это не истина, но чаще всего штопор на ноже – это Victorinox. А Victorinox никогда не ассоциируется с запредельным качеством и высокой ценой. Викс – это удобно и недорого. Викс – это не 118 тысяч рублей. И отсюда, естественно, возникает небольшое смятение в понимании этого штопора. Ровно до того момента, пока не подержишь это в руках. Потому что штопор на Victorinox – это штамповка, это дешевая деталь. А штопор на Урсе – это фрезерованный титан. Это дорогая и редкая деталь, которая, собственно, и делает этот нож уникальным. Рукоять ножа из титана сейчас, вы знаете, это, в общем-то, норма. И неплохо видно, что рукоять редко бывает сложной формы и еще реже содержит мелкие обособленные детали. Детали, скажем так, с радиусами, чем-то подобным. Поэтому штопор на Урсе это очень спорно. С одной стороны, штопор на Урсе это серьезное добавление к сложности, к технологичности. Ну а с другой, пока человек с ножом не познакомится, скорее всего, это вызовет сомнения. Касательно заточки, Урс можно охарактеризовать как идеальный нож для новичка. Судите сами. Нож точится абсолютно спокойно как в разобранном виде, так и без разборки. Фиксируется как на двойной зажим, так и на одиночный. Тонкое, равномерное и главным образом ровное сведение вкупе с понятной формой клинка сокращают время, а хорошо оформленный чойл облегчает сам процесс. Конечно же, CPM S90V на твердости в 64 единицы по Роквеллу потребует суперабразивов. Либо алмазосодержащих, либо на базе кубонитрида бора, но это уже практически норма для ножей такого класса. Crucible CPM S90V. Эту сталь в последнее время воспринимают достаточно странно. Несколько лет назад это была премиальная сталь без всяких вопросов, которую ставили и ждали на серьезных и дорогих ножах. Но сейчас ситуация мне видится несколько иной. Нет, никто, разумеется, не видит и не считает S90V какой-то простой сталью или чем-то подобным. Но и премиальные, вы знаете, ее тоже особо не воспринимают. Я сталкивался с мнением, что вот 90, это нормально. 110-ка, Crucible CPM S110V, вот это серьезно. И когда сравнивают S90V с M390, вы знаете, порой бывает так, что обычно M390 получает некое заведомое преимущество. На деле ситуация следующая. Результаты, друзья, перед вами, и видно, что S90V немного уступает 110-ке. Но и близко не идет речи о серьезном преимуществе последней. Результаты более чем ровные, и смотреть надо вглубь этих цифр. Смотреть надо, собственно, на поведение. Если сравнивать с M390, то кривая затупления у S90V, она ровнее, она не такая яркая. M390 – это отличная сталь, преимуществом которой является хороший уровень первичной остроты. Ножом в самом начале теста очень комфортно работать. Однако, при этом скорость затупления, она достаточно высокая. Практически нет, скажем так, плата, на котором работа станет более-менее однородной. S90V, в свою очередь, не настолько острая поначалу, но работает ровнее. А по сравнению со 110-кой картина обратная. S90V чуть острее и плата чуть-чуть меньше. Переводя все это в ощущение от работы, S90V мне лично понравилось больше, чем 110-ка и больше, чем M390. Тут, на мой взгляд, как раз тот самый оптимум. Между тем, друзья, выбор между M390 и S90V не очевиден даже в таком раскладе.
Видите ли, М390 лучше сопротивляется коррозии, показывая при этом прекрасную производительность. И для большинства людей вот это небольшое преимущество S90 в производительности будет все-таки недостаточным преимуществом, потому что S90V больше склонна к питтингу. Тем не менее, это важно. И вывод предельно простой. S90V – это отличная премиальная сталь. И в рамках производительности это именно М390 надо что-то подтверждать и доказывать, а не стали от Crucible. Когда мы говорим о замках складных ножей, когда мы говорим про качество замков складных ножей, то, естественно, предполагаем разное. Фанаты Калстила сразу же скажут, что прочность – это, пожалуй, и по сути единственно важный критерий. И с этим, в общем-то, сложно спорить, потому что прочность лучше, чем ее отсутствие. Но в реальности прочность не единственный критерий, замок вообще не оценивается по одному критерию. В повседневном ношении на первый план все-таки выступают удобство и комфорт эксплуатации. Безопасность замка. Причем не только в плане, вы знаете, потенциальной поломки под нагрузкой, но и, например, травмобезопасное открытие и закрытие ножа. И это еще, естественно, не все. Замок должен быть надежным, опять же, не с позиции прочности, а с позиции выносливости. То есть хороший замок должен открываться и закрываться десятки тысяч раз, если не сотни тысяч раз, без каких-либо поломок и серьезных изменений. Разумеется, весомым преимуществом будет также наличие удобного предохранителя. Когда мы начинаем анализировать все эти факты, то приходим к ряду выводов. Триадлок Калстила, будучи действительно прочным замком, не является самым удобным, не является травмобезопасным и, что немаловажно, забирает немалую долю тактильных ощущений. Я, наверное, переведу все-таки с вежливого на русский. Играться ножом не так интересно, не так прикольно. Лайнер-лок или фрейм-лок, в свою очередь, дают вот этого всего в изобилии. При этом обладают достаточной прочностью при правильном производстве. Но все так же не являются травмобезопасными, по крайней мере при закрытии. Axis Lock Benchmade, например, это великолепный замок. Он не обладает всеми этими недостатками, но его конструктив он немного усложняет обслуживание. А тип пружин, сам по себе тип пружин не исключает их поломки. И тем не менее, многие обоснованно считают Axis Lock одним из лучших по совокупности. И так было до выхода замка Spyderco Compression Lock. Compression Lock это по сути обратный лайнер, и это изящное решение изменило многое. Замок сохранил удобство и комфорт эксплуатации фреймлока, сохранил, простите, играбельность, клацать ножиком удобно и приятно, прочность замка выросла, при этом появилось травмобезопасное закрытие. Но Compression Lock не стал идеальным замком, потому как его реализация на ножах Spyderco мешает силовой работе, вплоть до невозможности этой силовой работы. Баланс на Урсе, о котором мы говорили выше, он смещен по причине. Если мы внимательно посмотрим на рукоять, то увидим, что выборки на ней очень глубокие и располагаются по всей поверхности. Это сделано, чтобы, сохранив форму, получить правильный вес, при этом сохранив прочность. И при этом разместить интересный замок. На Урсе Ultratech внедрил модифицированный Compression Lock. То есть принцип тот же, как и на Spyderco Paramilitary 2, например. Это обратный лайнер, однако при этом замок полностью переработан. Во-первых, лайнер отжимается не со спинки ножа. Вообще рукоять не имеет ни одной детали, которая может повлиять на комфорт работы, и размер рукояти никак не изменяется. А во-вторых, механизм отжима лайнера снабжен предохранителем, предотвращающим случайное открытие. Ultratech Urs – это, пожалуй, самый интересный нож последних лет. В ноже концепция и идея реализованы на совершенно непривычном уровне. Подобных решений на складных ножах еще не было. Возможно, они были поодиночке, но в совокупности нет. Для меня ключевыми компонентами ножа, разумеется, стали, во-первых, шайбы. Такой реализации просто нет на рынке. Подобная механика есть на дорогих ножах на подшипниках, но не на шайбах. Во-вторых, это качество клинка, от финиша и сведения до термообработки и формы. В-третьих, это замок. Этот замок, он просто сумасшедший в хорошем смысле этого слова. И я очень надеюсь, что этот замок будет развиваться и совершенствоваться. Разумеется, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов все остальное. И каленую фурнитуру, и антипроворот на несущих осях, и радиусные выборки по рукояти, и сложную клипсу глубокой посадки. Урс предполагался как пикниковый нож со штопором, а по факту получился ножом-чемпионом среди нержавеющих сталей
и самым интересным ножом последних лет, что особенно приятно, сделанным в России. Спасибо за просмотр. Пока.